Я тут посмотрел, что вы большие молодцы и набрали аж 6 из 7 тысяч лайков под этим видео. А ваши лайки воистину способны творить чудеса. Так что сегодня, по воле Господа нашего Превсия и Превезде Сущего, мы с вами разберем последнего из 3 мудрецов — Везокьяна. Ибо пора уже разобраться в том, нахрена он жрал детей Ирумиюи. Кто дал ему право заточать беззащитную Вуэка? И как, черт возьми, он мог видеть будущее? Погнали! До того, как спуститься в бездну и стать пустым, Везокьян был главой ганджинского отряда самоубийц, где его уважали и ценили. Помимо руководства, Везокьян занимался набором и подготовкой новых рекрутов. Когда-то в прошлом он принял маленькую Вуэка в свой отряд, после чего воспитал ее и отправился на поиски загадочного Золотого Города, путь к которому ему указывал Звездный Компас. Во время похода на команду Ганджи налетел невероятный шторм, потопивший все их корабли, из-за чего до бездны смогло добраться лишь главное судно. На острове выжившие, возглавляемые Везокьяном, наткнулись на племя туземцев и были схвачены ими. Вскоре Ганджи отпустили и даже поделились с ними информацией о Золотом Городе в обмен на Звездный Компас. На пороге первого слоя отряд самоубийц встретил туземную девочку Ирумиюи, которую Везокьян разрешил взять с собой в экспедицию, то ли сжалившись над ней, то ли увидев потенциальную пользу от этой малышки. А ведь потенциальная польза от нее на самом деле была огромной, что Везокьян, именуемый пророком, мог знать наперед. Спускаясь все глубже и глубже, Ганджи приближались к Золотому Городу. В Идафронте на 5 уровне им посчастливилось повстречать пустышку с белым свистком, благодаря которому самоубийцы успешно преодолели водную преграду. И вот, Золотой Город предстал перед ними. Правда, пути назад для Ганджи уже не было. Но Везокьян, будучи капитаном, даже не думал унывать. «Строим поселение, пацаны», — сказал он, и Ганджи его послушались. Деваться им все равно было некуда. Скоро запасы провизии Ганджи начали кончаться, и им пришлось выходить на охоту. Источником пресной воды для них стал небольшой водоем неподалеку от лагеря, но он был не так прост. Вода в нем оказалась заражена неизвестным животным, из-за чего Ганджи один за другим стали заболевать. Их надежда угасала, подобно тлеющей свече. Тогда-то и была впервые найдена та самая колыбель желаний. Артефакт особого класса, который мог спасти Ганджи, но, увы, никто из них не мог использовать ее. Юниты вмешательства сказали, что лишь ребенок способен воспользоваться ей. Тогда Вуэка попросила Везокьяна отдать колыбель больной Ирумиюи, на что пророк не смог ей отказать. В очередной раз пророк не смог отказать и пошел навстречу своей команде. Если подумать, то я вообще не помню моментов из арки прошлого, в которых Везокьян кому-либо отказывал бы. Сначала он согласился взять Ирумиюи с собой. Затем он согласился оставить непонятного зверька в лагере. А теперь вот это — колыбель желаний для Ирумиюи. Является ли эта безотказность продуманной и хладнокровной? Или же Везокьян просто компанейский чувак, не умеющий отказывать своим товарищам? Вопрос хороший, но пока что нам рано обсуждать это, ведь история еще не досказана. После получения колыбели желаний, Ирумиюи, как вам известно, начала видоизменяться и рожать детей. К этому моменту эпидемия поразила Ганджи практически полностью. Последним человеком, способным стоять на ногах, остался Везокьян. Он оказался сильнейшим из Ганджи как физически, так и психологически, потому что нужно иметь невероятную стойкость, чтобы пойти на то, на что пошел Везокьян. Он стал есть детей Ирумиюи. Увидев то, что они исцеляют его, Везокьян стал кормить умирающих Ганджи чудовищным супчиком. И надо признать, это помогло. Ганджи выжили лишь потому, что Везокьян решился на этот отчаянный шаг.
Ганджи выжили лишь потому, что Вазукьян не побрезгал решиться на убийство. Но вот то, как в его голову вообще пришла эта мысль, заставляет задуматься. Вы наверняка знаете, что истинная натура человека проявляется в моменты опасности. И здесь, без сомнений, Вазукьян показал свою гнильцу. Нормальный человек никогда бы не решился на такое, но наш герой слишком сильно хотел жить. С одной стороны, он, конечно же, спас всех Ганджи, но с другой стороны, он стал серийным маньяком. Можно ли оправдать Киру за то, что он убивал преступников? Да нет, конечно! Точно так же нельзя оправдать и Вазукьяна за то, что он убивал детей Ирумиюи. Он прекрасный лидер, он спас всех, но он ужасный человек, если смог решиться на убийство. Вот и вся правда, вот и вся истина. Но история на этом не кончается. Следом за первой колыбелью Вазукьян дал Ирумиюи вторую, что заставило ее расти еще больше. Третью колыбель, вопреки всему, что вы знаете, Вазукьян попробовал использовать сам, но оступился. Самолюбие и жадность поглотили его, потому пророк забыл об осторожности. Безграничные желания стали менять его тело, обжигая больнее раскаленной стали. Непонятно как, но Вазукьян смог остановиться и не потерять себя в порыве чувств. Правда, изменений тела он не смог избежать. Впоследствии третья колыбель, использованная Вазукьяном, была поглощена Ирумиюи, когда Вазукьян принес в жертву деревне свою человечность. Также нам известно, что Вазукьян заточил Вуэка внутри деревни. И сделано это было, во-первых, для безопасности самой Вуэка, а во-вторых, чтобы иметь рычаг давления на Ирумиюи, потому что Вуэка была для нее самым дорогим человеком. Ну и все. На этом арка Ганджи заканчивается, и мы переносимся в настоящее, в котором Вазукьян уже 150 лет командует видоизмененными Ганджи. Его внешность сильно изменилась, но компанейские повадки остались. Он, как и раньше, ведет себя максимально просто и открыто. Ходит в общепит, раздает пятюни и читает гангстер-рэп. Ей! Ну бывай! Мандапу! Внешне от прежнего Вазукьяна мало что осталось. На его голове выросли рога, руки превратились в множественные щупальца, а кожа на лице стала напоминать рельеф отпечатка пальца. В арке с Рика Вазукьян кажется нам ровным парнем, настоящим тусовщиком, которого уважает вся деревня. Он, как и прежде, несет на себе бремя лидера с должной честью. Правда, его черная суть тоже никуда не девается. После того, как мы узнаем о его коварном плане с превращением Рика в продолжение деревни, начинается бой Джураима и Рега. Под шумок Вазукьян берет Вуэка в заложницы и принимается выжидать. Когда туман войны рассеивается, а Фапута начинает ломать деревню, Вазукьян падает к основанию Илблу вместе с Вуэка. Причем важно отметить, что он защищает Вуэка своим телом, благодаря чему девушка выживает после падения. Но, как вы знаете, ненадолго. Сам же Вазукьян через какое-то время рассыпается и уходит в небытие. Ну а пока он уходит в небытие, у нас начинается самое интересное. Пророчество, запахи, безотказность и физиология. Но обо всем по порядку. Многие среди Ганджи считали Вазукьяна пророком, и он, по-видимому, действительно обладал чем-то сверхъестественным. Вазукьян мог видеть расплывчатые образы абстрактного будущего, но четкой картины возможных исходов Вазукьян знать не мог. Примером тому служит схватка с Фапутой, которой Вазукьян подготовился заранее, схватив Вуэка, чтобы уберечь себя от гнева принцессы. Но разрушение деревни он не ожидал, потому и потерпел поражение. Вообще, Вазукьян был очень важной и сильной фигурой. Цукуси в своем твиттере говорил, что Белав и Вазукьян являются частями самой деревни, потому они оба способны ненадолго покидать ее, оставаясь в живых.
Правда, связь с деревней не делает их полностью неуязвимыми, так как пребывание вне деревни все равно разрушает их тела. Еще одним интересным моментом будет запах Вазукьяна. Рика говорила, что он пахнет солнцем, точно так же, как и Фапута, по мнению Рега. Возможно, это связано с той колыбелью желаний, которая начала сливаться с Вазукьяном, но впоследствии была поглощена Ирумиюи и превратилась в Фапуту. Именно поэтому запах Фапуты и запах Вазукьяна могут быть схожими. Касаемо поступков Вазукьяна, его характера и личности, мне хочется сказать очень многое. Несомненно, Вазукьян был прекрасным лидером и другом. Он вел за собой людей и делал все для их блага. Вазукьян готовил детей Ирумиюи. Вазукьян хотел превратить Рика в деревню, чтобы продолжить свое путешествие ко дну бездны вместе с Ганджи. Он хотел использовать колыбель желаний в своих целях, но оступился. Оступился, но не упал. Вазукьян был прекрасным лидером и другом. Он общался на равных со своей командой, выручал их в самые трудные моменты и делал это до самого конца. Как человек, Вазукьян, пожалуй, не удался. Он делал слишком много плохого и бесчеловечного. Лгал, обманывал, убивал и не чувствовал своей вины, как тот же Белав, который, между прочим, предпочел бы умереть, чем есть детей Ирумиюи. Нет, Вазукьян был другим. Он любил себя и был человеком низкой морали. Вазукьян был бандитом, чего уж скрывать. Простым охотником за сокровищами, который нашел свой золотой город на дне великой бездны. Чуть не забыл напомнить тебе про лайк, подписку и колокольчик. Также хочу передать слова благодарности ребятам с Бусти за их поддержку, без которой хрен чё бы вышло. Про группу ВКонтакте, кстати, не забывай, и кушай только вкусные арбузы. Текст читал, как всегда, товарищ Ночь, и я не прощаюсь. Огурчик. Строим поселение, пацаны. Строим поселение, пацаны. Строим поселение, пацаны. Непонятно как, но Вазукьян смог остановиться и не потерять себя в порыве чувств. Чувств. Пошел я нафиг.